Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня вяжем вот такой красивый ажурный узор. Узор двухсторонний. Вот так он смотрится на изнанке. Мастер-класс я делаю по просьбе Марины Жуковой. Она прислала к нам свою просьбу в группу в Одноклассниках. Особо рассказывать мне нечего. Схема будет перед вами. Единственное, что я хочу сказать. Раппорт узора составляет 24 петли плюс 1 петля для симметрии узора. Это в ширину и 6 рядов в высоту. Но в изнаночных рядах здесь петли тоже вяжутся по схеме. Так что при поворотном вязании это создает определенные трудности, потому что мы вяжем на лицевой стороне скрещенными петлями. Ну, сейчас вы это увидите. Для вязания по кругу схема очень удобна. Мы все время вяжем по лицевой стороне, читая все ряды справа налево. Легче вязать по кругу такой узор. Ну и давайте начнем. Как я уже сказала, раппорт узора составляет 24 петли плюс 1 петля для симметрии узора. Набираем 27 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И для начала мы свяжем нулевой ряд или установочный ряд. Он не входит в раппорт узора. После него просто легче вязать узор. Итак, нулевой установочный ряд. Сразу после кромочной мы провязываем лицевую петлю. Это петля для симметрии узора. Этот ряд изнаночный. Я вот еще забыла сказать. Петля для симметрии узора, она вяжется один раз. В изнаночных рядах она вяжется в начале ряда, в лицевых рядах в конце ряда. И далее вяжем раппорт узора. 2 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Далее 3 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И еще раз провязываем 1 лицевую. Затем будет 3 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Далее вяжем 2 изнаночных и 1 лицевую петлю в конце ряда. Вот такой у нас нулевой изнаночный ряд. Он вяжется только один раз. И сейчас мы будем вязать узор. Первый лицевой ряд. Изнаночная петля. Далее вяжем лицевую скрещенную петлю. Вот простую лицевую я бы провязала сейчас за заднюю стенку. Я вяжу бабушкиными петлями. И вот стенки петель у нас в прямых петлях, они параллельно друг другу. А лицевую скрещенную я вяжу вот так за заднюю стенку, разворачиваю петлю и провязываю. Стенки петель у нас стали скрещенными. Вот так. Можно вязать лицевую скрещенную за переднюю стенку провязать, тоже стенки перекрестятся. Но тогда у нас направление вязания будет в другую сторону направлена вот петелька. И если вы вяжете за заднюю стенку, то все время нужно вязать за заднюю стенку. Если за переднюю, то все время за переднюю перекрещивать петли. Иначе петли у вас будут плясать. Я так об этом вот говорю сейчас долго, потому что был комментарий, где была заморочка с лицевыми скрещенными, изнаночными скрещенными у подписчицы. И вот я решила поподробнее вот на этом остановиться. Итак, после кромочной мы провязали 1 изнаночную, лицевую скрещенную. Дальше делаем накид, лицевую скрещенную вяжем, изнаночную петлю. Еще раз вяжем лицевую скрещенную, 1 изнаночную. Далее 2 вместе провязываем лицевой петлей с наклоном в левую сторону. Так. Затем
4 раза, 4 пары петель мы провязываем лицевая скрещенная, изнаночная. Один раз лицевая скрещенная, изнаночная. Второй раз лицевая скрещенная, изнаночная. Третий раз лицевая скрещенная, изнаночная. Четвертый раз. Еще раз провязываем лицевую скрещенную петлю. Затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Мне нужно петли развернуть для этого, чтобы они правильно легли, удобно подхватывались. Кто вяжет классикой, петли разворачивать не надо. 2 вместе с наклоном вправо, лицевой. Далее изнаночная, лицевая, скрещенная. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Затем делаем накид, провязываем лицевую скрещенную петлю. Мы закончили вязать раппорт узора и провязываем изнаночную петлю для симметрии узора в конце раппорта. Если вы вяжете по кругу, то петлю для симметрии узора набирать не надо. Я забыла это сказать в самом начале. Вы набираете только 24 петли раппорта. Второй изнаночный ряд. 1 лицевая, изнаночная скрещенная. Вот изнаночную простую я вяжу вот так, а изнаночную скрещенную подхватываю петлю сзади и петлю так у нас разворачивается. Петля провязывается изнаночной скрещенной. На лицевой стороне она провязалась лицевой скрещенной, что нам и надо. Далее изнаночная петля, накид вяжем изнаночной петлей. Делаем накид. Затем изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая. 2 вместе провязываем изнаночной петлей. Далее лицевая, изнаночная скрещенная. 1 раз пара петель провязалась, лицевая, изнаночная скрещенная. 2 раз лицевая, изнаночная скрещенная. 3 раз. И еще раз вяжем лицевую петлю. Затем нам нужно провязать 2 вместе изнаночной скрещенной. Вот есть 2 способа, как это сделать. Можно точно так же, как мы вяжем изнаночную скрещенную петлю, подхватить обе петли, вот так, начиная со второй, на правую спицу, развернуть их и вернуть на левую. И провязать 2 вместе изнаночной. На лицевой стороне они провязались 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Делаем накид. Далее вяжем накид лицевой петлей, изнаночная скрещенная и лицевая петля в конце ряда. Вот такой у нас второй ряд изнаночный. Третий лицевой ряд. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная петля, лицевая скрещенная. Вот накид у нас мы вяжем лицевой скрещенной. Вот так вот. Нам дырочка здесь не нужна. Мы за заднюю стенку провязываем. Вот так. Далее делаем накид. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Вот лицевая петля у меня лежит для этого удобно, изнаночная неудобно. Я сразу, можно вот снять лицевую и развернуть изнаночную, да, и провязать вместе. Ну вот я сразу за лицевой подхватываю изнаночную за переднюю стенку и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее лицевая скрещенная, изнаночная. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Здесь у меня изнаночная петля лежит удобно и неудобно лежит лицевая петля. Разворачиваю лицевую, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Видите, как ровно и красиво. Дальше будет изнаночная, лицевая скрещенная. Изнаночная, лицевая скрещенная. Делаем накид
И следующий накид провязываем лицевой скрещенной петлей. Вот так. Далее вяжем изнаночную петлю, лицевую скрещенную и изнаночную петлю в конце ряда. Четвертый изнаночный ряд провязываем лицевую, изнаночную скрещенную, лицевую, изнаночную скрещенную и лицевую петлю. Вот накид провязываем лицевой. Далее делаем накид, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая. 2 вместе провязываем простой изнаночной петлей. На лицевой стороне они у нас провязываются 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Далее будет лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая петля. И теперь 2 вместе изнаночные скрещенные. Вот второй способ. 2 петли на правую спицу переносим, не провязывая, и меняем их местами. Вот таким образом, чтобы вторая петля за первой ее обогнула. Ставим ее на первое место, возвращаем на левую спицу. И провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И у нас получается, что на лицевой стороне они провязались 2 вместе, лицевой с наклоном влево. Выбирайте способ, который вам больше понравился. Далее у нас будет лицевая, изнаночная, скрещенная. Лицевая, изнаночная, скрещенная. Делаем накид. Следующий накид провязываем лицевой петлей, простой лицевой. Далее будет изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. Пятый лицевой ряд. 1 изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная. Еще 1 изнаночная и лицевая, скрещенная. Далее делаем накид, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная. 2 вместе вяжем лицевой с наклоном влево. Лицевая, скрещенная. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная. Делаем накид и далее накид провязываем лицевой, скрещенный, изнаночная петля, лицевая, скрещенная, изнаночная петля, лицевая, скрещенная, изнаночная. 6-й изнаночный ряд, последний ряд раппорта. 1 лицевая, делаем накид и 5 пар петель провязываем. Изнаночная, скрещенная, лицевая. 1 раз, изнаночная, скрещенная, лицевая. 2 раз, изнаночная, скрещенная, лицевая. 3 раз, изнаночная, скрещенная, лицевая. 4, изнаночная, скрещенная, лицевая. 5 раз. Далее 3 петли вместе провязываем изнаночной. Я вот хочу вам показать, я провязывала. Сначала провязала 3 петли вместе изнаночной, и вот так это выглядит на лицевой стороне. А дальше я провязала 3 вместе изнаночной, чтобы средняя петля была по центру. И уже выглядит вот так вот. Выбирайте, как вам больше нравится. Я покажу сейчас, как так и так провязать. Можно 3 вместе изнаночной провязать просто 3 вместе изнаночной. Все, будет вот так. Нормально. А можно провязать 3 вместе изнаночной так, чтобы средняя петля была по центру. Вот смотрите, мы 2 петли переносим на правую спицу, не провязывая, меняем их местами точно так же, вот как мы провязывали 2 вместе изнаночной скрещенной. Выставляем среднюю петлю на первое место и переносим петли на левую спицу. И провязываем 3
вместе изнаночной петлей. И у нас уже получается вот так. Вот смотрите, как больше вам нравится. И далее 5 раз повторяем лицевая, изнаночная, скрещенная. 1 раз лицевая, изнаночная, скрещенная. 2 раз лицевая, изнаночная, скрещенная. 3 раз, 4 раз и 5 раз. Затем делаем накид и провязываем лицевую петлю. Мы провязали 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. И повторяя раппорты, мы получим вот такой прекрасный узор. Вот, конечно, раппорт в высоту маленький, и вот сразу красоты всей не увидишь, когда провяжешь вот один. Хотя бы 2 нужно привязать, чтобы уже увидеть вот такую вот красоту. Все, давайте скажем спасибо Марине Жуковой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива, только добрых вестей и ровных легких петелек. Пока-пока!